Всем привет! Сегодня у нас очень интересные кроссовки, на которые я уже записывал дважды обзор. Только там была моделька Core. И в более сетчатом варианте наконец-то мне удалось достать именно модельку от Puma Alteration PN1 или 1. В очень таком ярком броском цвете. А именно желто-бело-красный. К тому же еще шнурки идут двойные и черный цвет, который я убрал, потому что и так слишком наляписто. Как всегда, Puma любит очень экспериментировать. Я же стараюсь более выбирать такие спокойные, лаконичные цвета. Сделаны они во Вьетнаме. Коллекция 2020 года, не скажу, зима, осень, весна, потому что это было давно и уже информации как таковой не найдешь. Но конкретно эта партия была произведена 03.19, то есть такие уже достаточно старенькие, скажем так, но именно не по дизайну, потому что дизайн у них, на мой взгляд, один из самых-самых лучших. Почему? Ну, потому что это, блин, очень классно, на мой взгляд. Посмотрите, эти формы, они такие объемные, выпуклые и смотрятся очень необычно. Ни у какого производителя, в принципе, ничего подобного нет. Немного напоминает, там, может, баскетбольные кроссовки Jordan, но, опять же, это очень корректное сравнение. И, блин, они очень самобытные, очень интересные. И несмотря на такой цвет, очень такой яркий, броский, блин, смотрится просто суперски. И если же мы будем рассматривать их для повседневной носки, понятно, что не для спорта, не для езды на велосипеде и прочего, то это один из лучших вариантов, который будет сочетаться с очень многими вещами под разный стиль одежды, под шорты, под штаны, под джинсы, то есть я имею в виду спортивные штаны, то это просто, ну, best of the best. И что же собой представляет в целом линейка Alteration? Это была представлена коллекция Select, которая сейчас у Puma есть. Там это объединение, коллаборация с различными дизайнами и дизайнерами, прошу прощения. И это, по сути, с датским брендом модной одежды, в которой, по сути, была команда и сам Ян Облак, который, ну, наверное, достаточно известный. Конечно, я о нем узнал только благодаря этой модельке, которую он выпустил, но, блин, это круто. И я видел еще разные варианты у Puma. Это Trail Fox, по-моему, кеды по типу Ralph Sampson и, по-моему, даже текстильные разные вещи были. Я не припомню уже. Ну, то есть это в целом достаточно интересный и качественный бренд. И хороший материал используется при этом. По материалам верха здесь идет такая вот шелестяшка, жмаканка, я называю, ткань. Тоже смотрится очень самобытно, необычно, как будто их где-то заживало, а потом выкинули. Но это, блин, очень круто. Далее натуральная кожа, судя по всему, в районе шнурочков и на задничке. Причем идет такая реверсивная строчка интересная тоже. Кошечка по брендингу. Такая минималистичная надпись Puma. И в целом это все. Running System на подошве и, конечно же, надпись Puma на носке со стороны аутсоли. Замшевая вставочка на носочке и на задничке, и резиновая, которая имеет такую ребристую текстурку, достаточно прочную, которая, так скажем, идет как окантовочка по средней части до почти самого носочка. И немножко есть такой как бы момент в этой резине, что немножко он отопыривается. Ну, в принципе, я думаю, ничего страшного в этом не будет. Что еще характерно, то что язычок довольно сильно так, ну, выше и широкий. И при этом шнурки очень необычные, они имеют как отверстие здесь и здесь, также петельки, через которые проходят. Тоже достаточно редненько, то есть здесь пробел, здесь, и это, блин, смотрится очень прикольно. Станет бумажный наполнитель. Я вам уже достал. Здесь, опять же таки, ярлычок. Они, в принципе, идут размер в размер. Это 27 сантиметров, 42 по евро, по стандарту. Соответствует, мне в них комфортно. Что мне нравится, так это то, что именно в вот таком исполнении
внутренняя синтетическая подкладочка, которая идет до средней части. Она такая, ну, шершавенькая, имеет такую ромбовидную форму. И этот вариант, мне кажется, один из самых удачных и прочных. Надпись 2650. Я не знаю, что это. Возможно, это лимитированная версия. Но это не факт. Я не буду вас вводить в заблуждение. Возможно, я прав. И это действительно так. А может быть и нет. Также язычок идет тоже с такой текстуркой. Внутри, кроме вот этой вот ткани и натуральной кожи, идет достаточно такой, наверное, нейлон. Он очень такой прям синтетический, скользкий, что по идее как бы ноги должны потеть, но этого не происходит. При этом мне достаточно комфортно именно в скользком варианте. Но они дольше прослужат, так как носки и пальцы, они как бы проскальзывают, они не цепляются, прям не делаются дыры на ткани. Опять же таки, даже здесь это в принципе реализовано очень и очень классно. Стелечка гелевая, имеет небольшую сапинацию. Наклеечка, на которой мы можем тоже увидеть. То есть текстиль, больше всего кожи, текстиль, резина, каучук, подошва. Ну, до подошвы мы сейчас дойдем. То есть она имеет такую как бы форму тоже ванночки, немножко идет под углом, да. Угу. Вот. Надпись Puma. Также текстиль, как обычно, покрывающий подошву и сшитый вместе с проклеечкой. Единственный момент, я не знаю, для чего они поставили вот здесь вот пластину. Вроде как это пластик, на ощупь достаточно твердый. Да, это пластик, явно. Если же нажимать на саму пену, то она мягкая, где-то средняя, но чувствуется небольшая упругость. В самом носке там видно черную вставочку, которая прошита, но на комфорт это никак не влияет, поэтому минус записывать не будем. Если положить саму же стельку, то этого видно также не будет. Так, проблема как вставить. Сейчас. Также, кроме интересного верха, здесь, конечно же, больше всего бросается в глаза именно такая вот огромная объемная подошва, которая имеет очень интересную форму, очень широкая, плавные линии, многослойность. И, конечно же, не все люди любят вот такого плана, кто-то любит более туфлевидные, возможно, кеды, но мне очень нравятся такие варианты. Итак, Running System, то есть это используется пена обычно в модельках RS Connect, RS0, в общем, в серии RSX. Вот. И здесь они поставили, я так понял, такую же пену, ну, потому что, во-первых, это в целом более премиальная пена, чем обычная Эва и Мева и прочее. Ну, понятно, что здесь тоже есть как бы похожий состав, но именно в данной линейке RS они добавляют как бы полиуретан, то есть каучук, как они сказали, это про резину, скорее всего. Вот, и она, скажем так, достаточно мягкая, вот, и прочная. При этом на ней не так быстро появляются полосочки от давления, когда, типа, особенно человек тяжелый, они могут оставлять следы. Вот, и я обычно очень доволен такой пеной. Она средняя по амортизации, но при этом достаточно ноская и имеет хорошую упругость. Сверху, ну, на мой взгляд, наверное, такая же пена, только она более матовая и имеет такую как бы ячейковую структуру, через которую проходят нити. Тоже довольно необычно, интересно. Также она используется внутри, то есть выступает, а это как бы внутри прячется, защищая при этом. Очень необычно, такая как бы капля, разные виды, такая бесконечность, инь-янь. Вот. Что еще? Подметка, конечно же, подметка здесь тоже очень серьезная, прям как на баскетбольных кроссовках. Разные текстуры, там решетки металлической, просто резины, которая такая полупрозрачная. Они не скрипят, очень цепкие на разных поверхностях и защищают промежуточную подошву очень даже хорошо. Давайте примерим их. Не расшнуровываясь, в них залазить достаточно легко.
мягкий ванс. Ну, ничего. У меня есть только Puma черный высокий. Очень комфортно. Смотрится классно, на мой взгляд. На заломы ведут себя вот так. Конечно, если сильно не шнуровать, то немножко мне нога подгуливает, но я не вижу смысла сильно их затягивать. Странное ощущение за счет того, что подошва идет такая волнистая, как бы чувствуется, где именно соприкасается она, в каких местах. За счет того, что также есть эта впуклость, как ванночка, пятка тоже как бы немножечко как будто проваливается, то есть добавляет ощущение амортизации. Но, конечно же, их не назовешь самыми мягкими. На самой стелечке можно видеть, что типа это alteration. Кстати, alteration в переводе это изменение. Создал типа Puma и Джанник Виклсон Дэвидсон. То есть не Ян Облак. А я не знаю, может это одно и то же. Где-то находил одну информацию. Но я думаю, вот это самое правильно. Опять же, повторюсь, сочетаться они будут очень хорошо с многими вещами.